Добро пожаловать на мой рукодельный канал. С вами Любовь. Год назад я сделала видео по пошиву несползающей простыни без резинки. Его просмотрели более 1 миллиона зрителей. Соответственно, комментариев тоже много, и они все разные. Одни пишут, что сразу сшили и начали пользоваться, и их все устраивает. Вторые, что у них большие неподъемные матрасы, и им такой вариант не подходит. Третьи и вовсе думают, что уголки оторвутся на второй день использования. Я сама шью для себя постельное белье, и сегодня покажу 2 варианта пошива несползающей простыни. Для тех, кому понравился вариант с уголками, я покажу, как вшить уголки другим способом. Для тех, у кого громоздкие матрасы, думаю, подойдет такой вариант. И для скептиков показываю простыню, которую шила год назад. Все это время я ее активно использовала, и, как вы видите, она в целости и сохранности, и уголки тоже на месте. В предыдущем видео я шила пододеяльник, который удобно надевать. Сегодня к нему в комплект буду шить простыню. Начну с расчетов. Размер моего матраса нестандартный, 95 на 190 и высота 17 сантиметров. Рассчитаю размер отреза для пошива. Начну с ширины. 95 плюс 17 и плюс 17. Плюс припуски на обработку 4 плюс 4, это 8 сантиметров. Длина 190 плюс 17 плюс 17. И припуски на обработку 4 плюс 4, 8 сантиметров. Припуск беру 4 сантиметра. Это 2 сантиметра на обработку края и 2 сантиметра на заход под матрас. И сразу рассчитаю размер угла. Это 17 сантиметров высота матраса плюс 4 сантиметра припуск. Получается 21 сантиметр. Подготовлю отрез ткани по этим размерам. Про ткани я рассказывала в предыдущем видео. Это бязь Голд, плотность 130 грамм на метр. Я ее предварительно постирала и проутюжила, поэтому прибавки на усадку я не добавляла. Кромку при раскрое срезала. Складываю отрез пополам и еще раз пополам, чтобы все 4 угла получились вместе. Размечаю квадрат 21 на 21 сантиметр. Добавляю припуски на обработку 1,5 сантиметра с каждой стороны. Вырезаю. Складываю изнанку с изнанкой и по лицевой стороне прокладываю строчку. Проложила строчку, по краям поставила закрепки. Припуск на ширину лапки, игла в крайнем правом положении. Так зашила все 4 угла. Высекаю уголки. Выворачиваю, выправляю шов и прокладываю строчку. Чтобы сэкономить нитки и время, сшиваю уголки один за другим. Проложила строчку, по краям поставила закрепки. Припуск на ширину лапки, игла в крайнем левом положении. Так ткань из предыдущего шва не попадет под иглу. Углы на простыне готовы. Займусь уголками для втачивания. На основании опыта использования предыдущей простыни с уголками хочу внести дополнение. Уголок складывается по диагонали, и в процессе использования он растягивается. В этом варианте хочу укрепить уголок. По диагонали вставляю кромку, сворачиваю уголок и фиксирую булавками. Вместо кромки можно взять любую стабильную ткань или тесьму. Кромку закрепила прямым швом, проложила 2 строчки. Разрезала уголки, можно вшивать. Беру угол простыни, срезаю край припуска, чтобы не было утолщения в швах. Прикладываю уголок к шву стачивания и смещаю его в сторону на ширину припуска. И затем вниз на 2 ширины припуска. Фиксирую булавками. Первый раз загибаю припуск до края уголка. И второй раз на уголок. Фиксирую булавками.
Прокладываю строчку, дохожу до шва, разворачиваю на игле и вшиваю вторую сторону. Готово. Уголок вшит точно по центру. Все ровно и аккуратно. С изнанки тоже все красиво. Уголок упирается прямо в шов. На этом можно закончить, но я предлагаю загнуть окантовку и проложить строчку по самому краю. Проложила строчку, по краям поставила закрепки. Чтобы уголок было легче прошить, закладывать обтачку нужно по ходу лапки. Вот так выглядит с обратной стороны. На мой взгляд, пришитая обтачка выглядит аккуратнее, не топорщится и дополнительно укрепились уголки. Складывается такая простыня легко и не занимает много места. Гладить ее тоже удобно. Дальше второй вариант для тех, у кого большие тяжелые матрасы. Основа шьется точно так же, разница только в креплениях. В магазинах продаются приспособления для фиксации простыни. Они крепятся на определенном расстоянии от угла и не дают простыне убежать. Но каждый раз их цеплять совсем не хочется, да и выглядит это не очень красиво. Опять же, ткань со временем может порваться в этих местах. Чтобы не морочить голову с застежками, резинки можно вшить в углы. Покажу, как это сделать. Резинку можно взять любой ширины, например, как у производителя. Главное, чтобы она была хорошего качества. Я буду вшивать резинку шириной 6 см. По качеству она мне подходит. Пришивать резинку буду на расстоянии 20 см от угла. Ставлю наметки и замеряю расстояние. Получается 28 см. Отнимаю 2 см на эластичность и буду отрезать 26 см. Чтобы резинка не топорщилась, вшивать буду под углом 45 градусов. Я размечу так, можно и с помощью угольника. От этой точки откладываю 26 см, ставлю метку и отрезаю тоже под углом 45 градусов. Углы должны смотреть в разные стороны. Вырезала 4 одинаковые заготовки. Беру угол простыни, срезаю край припуска. От шва откладываю в каждую сторону 20 см, ставлю наметки. Это место для пришивания резинки. Край резинки прикладываю к наметке. Выравниваю по краю и опускаю вниз на ширину двух припусков. У меня это 2 см. Фиксирую булавками. Сначала загибаю край ткани до края резинки. Затем второй раз огибаю резинку и фиксирую зажимами. Также подготавливаю и вторую сторону. Можно просто приколоть резинки, а припуски уже закладывать во время обработки края простыни. Край простыни обработала, резинки вшила. С каждого края ставила закрепки. Получается вот такой бортик. Он мне не нравится, и поэтому я его пришью к резинке. Пришила, по краям тоже поставила закрепки. Так мне нравится больше, а вы делаете на свое усмотрение. Конечно, под матрасом этого никто не увидит, но я так хочу. Второй вариант простыни тоже готов. Складывается компактно, хранить удобно, гладить тоже. Пододеяльник, который я шила в прошлом видео, и к нему сегодня сшила простыню. Этот пододеяльник мне подарили, к нему в комплект будет вторая простыня. Шить постельное белье своими руками совсем не сложно. Надеюсь, что мое видео будет кому-то полезно. Шейте для себя, своих близких и делитесь видео с друзьями. Если вам нравится мой канал, вы можете стать его спонсором и помочь в развитии канала. Благодарна всем, кто смотрит мои видео до конца. А я на этом с вами прощаюсь. До встречи в новых видео.